Всем привет! Меня зовут Наташа Худова. Я терапевт-цифролог, художник, арт-терапевт. И я также занимаюсь изготовлением талисманов из натуральных камней по вашему запросу. Вот, подбираю вам натуральные камни, которые подходят именно вам. А сегодня у нас небольшая зарисовочка на тему, которая является продолжением моего предыдущего видео, на котором мне прилетел вот вопрос из пространства, о том, что я не могу почувствовать, не могу поймать ощущение радости, удовольствия от жизни, любви к жизни, любви к самому себе. Такого базового ощущения на самом деле, которое есть у всех детей и у некоторых взрослых, которое связано в первую очередь с безопасностью, которую мы получаем в детстве, и которое приводит к тому, что мы любим жизнь, любим сами себя, и мы уверены в себе. Вот, как это почувствовать? Почему не могу почувствовать? Ну, во-первых, возможно, потому что вы привыкли, когда мы вырастаем, очень многие из нас привыкают находиться больше как бы в уме и обращают больше внимания на то, что происходит у нас в голове. Много анализируют, много мыслей, как бы думают. Вот. И поэтому это ощущение базовое радости, удовольствия, легкости, оно несколько замутняется, а иногда вообще пропадает. Поэтому для того, чтобы его вновь почувствовать, нужно как бы выйти из своей головы, из мыслей, перестать слишком много думать и больше находиться в теле, больше ощущать свое тело. Легко сказать, для некоторых из нас очень сложно сделать. Для этого существуют определенные упражнения, очень простые. Вы можете с легкостью их внедрить в свою жизнь. Это о том, чтобы, например, перед сном уделить несколько минут тому, чтобы почувствовать, прямо почувствовать некоторые части своего тела. Например, левое ухо, правый глаз, ноготь указательного пальца на правой руке. Например, левую пятку, ваш живот, ваш нос или ваши волосы, например. И когда вы будете выполнять это упражнение, в какой-то момент, если вы обратите внимание на ваши мысли, вы увидите, что ваш мыслительный процесс успокоился, он снизился, его скорость снизилась, он стал не такой интенсивный. И вы как бы больше находитесь в теле. Это вот одно из условий, при которых вы можете почувствовать, ощутить удовольствие от жизни, спокойствие, радость, уверенность в себе, любовь к самому себе и любовь к жизни. Если даже это не помогает, тогда, скорее всего, существуют более глубокие психические процессы, которые закрывают от вас это состояние внутреннее, которое всегда у вас есть. Просто у вас к нему нет доступа пока. О чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, присутствует у вас некоторая избыточность энергетическая, психическая, которую вы вкладываете в свои страхи, в свои желания и в свое, как бы мы говорим, это, скажем, можно назвать это эго, но все, что я упомянула, это уже эго. И страхи – это эго, и желание – это эго. Скажем, эгоцентричность. Вот. О чем это? Это о том, что вы, например, может быть, слишком сильно чего-то боитесь. Или это может быть о том, что вы слишком сильно чего-то хотите. Или это о том, что вы хотите кому-то что-то доказать, кого-то продавить, сделать так, как вам хочется, кого-то победить. Вот это об этом. О том, что это настолько, эти желания, эти страхи настолько сильны, что они влияют на качество вашей жизни. Что вы не можете расслабиться. И что вы не можете почувствовать удовольствие от жизни. Или, что еще хуже, возможно, вы получаете удовольствие от жизни, в кавычках, когда подтверждаются ваши страхи, когда исполняются ваши желания, которые в итоге делают вам больно, или когда вы кого-то побеждаете, кого-то наказываете, кого-то продавливаете, и другому человеку плохо.
а вам хорошо. И это уже очень сильное искажение энергетическое. Это не просто уже избыточность. Это уже получение удовольствия от боли своей или другого человека. Это еще большее искажение. Вот. Естественно, если вы находитесь в таких вот избыточных энергиях психологических или искаженных, то в этом случае, конечно же, говорить о том, что почувствовать удовольствие от жизни, удовольствие от самого себя, чистое удовольствие, без невротического зуда. Удовольствие от жизни, удовольствие от самого себя. Тут нужно будет поработать намного более серьезно, чем просто сделать те упражнения, о которых я сказала. Нужно будет задать себе вопрос, нужно будет вообще найти в себе ресурсы, быть самим собой честным. Это тоже ресурсно, это тоже нужны силы быть с собой честным. Не все это могут, и не все должны, на самом деле. Вот, но нужно будет задать себе вопросы относительно того, где я избыточен и где я искажен. И это, на самом деле, терапевтическая работа. Вы можете начать ее делать сами. Вы можете, безусловно, подключить специалиста. И, как всегда, лучше это делать и самому, и со специалистом одновременно. Вот. И в какой-то момент, безусловно, у вас получится почувствовать это, найти это ощущение, достичь его. Ощущение удовольствия от жизни, удовольствия от самого себя. Ощущение радости, гармонии, спокойное ощущение. Вот, и я желаю обязательно вам его достичь, если вы еще не там, если оно еще не с вами. Вот такое было на сегодня видео. Я вам всем желаю хорошего, прекрасного дня, замечательного сентября. У нас уже сентябрь. Во Франции это все еще лето. Вот небольшой бонус. Но если у вас уже осень, то прекрасной осени. Хорошего дня. Пока-пока. Чао-чао.